Почему мужчины изменяют? Этот вопрос интересует тысячи женщин. Сегодня мы постараемся примерно так понять, какие есть причины мужской измены. Но сразу хочу предупредить, мы с вами не будем стараться оправдать мужчин, что типа это женщины сами их доводят. И не будем заниматься какой-то такой демонизацией, вот этим вот клеймлением мужчин, что все мужчины такие вот кобели, которые все равно изменят, там это их такая природа. Вот этим всем хейт-контентом я заниматься не буду. Ну, мои зрители, подписчики постоянно знают, что это вот можете на других каналах где-то это смотреть. Мы, как правило, стараемся взвешенно рассматривать ситуации. Нам нужно с вами понять причины, что же происходит, какие процессы переживает мужчина во время измены. Для чего это нужно знать? Ну, во-первых, если вы находитесь в отношениях с мужчиной, чувствуете, что как-то в отношениях какой-то кризис, что-то неясное, то, понимая то, о чем мы сегодня будем говорить, вы сможете как-то, возможно, фокусы внимания сместить и обратить внимание на что-то важное. Ну и второе, это потому что я часто сталкиваюсь с тем, что женщина находится уже в новых отношениях, уже там вроде все хорошо, но ранее была мужская измена. И почему мужчина ей изменил, женщине непонятно. У нее по этому поводу есть какие-то догадки. И вот эти вот догадки, они оставляют возможность, знаете, существования вины некоторой у женщины. И вот понимание того, что происходит с мужчиной, о чем мужчины не говорят, часто вообще и не осознают, оно, возможно, позволит женщине в такой ситуации вот как бы отпустить вину, какую-то ответственность за ту ситуацию и больше отдаться этим новым отношениям, не застревать в той измене. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. Сегодня мы с вами разбираемся с причинами мужской измены. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая причина, почему мужчина может изменять, это из-за внутренней пустоты или экзистенциального кризиса. Что это такое? Давайте вкратце с вами представим средние такие вот отношения, как они развиваются в длиннике. Мужчина и женщина встретились, они друг другу понравились. Тут формируется вот эта влюбленность, у нас формируется очаг возбуждения в голове. Но вспомните, когда вот влюблен, ты постоянно об этом человеке начинаешь думать, постоянно хочешь быть с ним рядом, постоянно хочешь, чтобы он был во всех твоих активностях, ты максимально хочешь быть вот рядом с ним. Очень много новизны. Очень много интереса, очень много волнения, но при этом желания сближаться. То есть это, знаете, большое количество таких высокоинтенсивных психических процессов. Твоя жизнь наполнена. Мы сейчас будем говорить про пустоту. Потом, предположим, вот мужчина и женщина, они начинают как-то вот сближаться. У них идет какое-то познавание друг друга. Куда-то они идут там в сторону телесности. Вот у них секс, тоже все новое, все необычное. Там что-то какая-то вот столько всего там, как что-то поэкспериментировать. Потом нужно как-то социально вот сблизиться. То есть, предположим, нужно познакомиться с родственниками и родителями там, мужчине с родственниками женщины там, и наоборот. Вот они как-то сблизились. Потом нужно решить, как дальше мы будем жить. Мы будем встречаться, или мы съедемся, или поженимся. И вот они уже, предположим, спустя какое-то время мы проскакиваем. Вот они живут вместе. Какие-то бытовые вопросы, и вот ребенок вроде бы. Давай, чтобы у нас был ребенок, это наша любви с тобой вот нужно как бы ее мультиплицировать. Вот у них появляется ребенок, а это же большое количество опять. Вот женщина беременная, у нее много интереса, не знаю, немножко волнения по поводу своей новизны. Мужчина тоже как-то чувствует себя в новой идентичности. Вот родился ребенок, за ним нужно ухаживать, там коляски, все эти вот вопросы. И параллельно они же работают, они как-то вот, не знаю, там, карьерно растут. И в какой-то момент они выскакивают на плато. Идеально, если бы они идут, так сказать, рука об руку, и примерно у них вот все эти тяготы жизненные они делят пополам, и они одновременно выходят на это плато. Бывает, конечно, ситуации, когда женщина сидит с детьми, мужчина занимается работой, и тогда у него вот эта пустота, конечно, раньше настанет, потому что женщина просто более загружена. Но давайте рассмотрим такой средневзвешенный вот какой-то вариант. В какой-то момент то, к чему эта пара долго стремилась, то, к чему мужчина, в частности, очень долго стремился, к какому-то спокойствию, благоденствию и благополучию, оно вот и наступает. Вот они где-то живут, у них есть рутина, работа, она уже как-то вот, все там отработано на работе, там не нужно излишних каких-то сил тратить. Есть какие-то, не знаю, машина, еще чего-то, там такие вот вещи какие-то, то, что необходимо, то, что мужчина хотел себе, у него уже есть. А ну же понимаете, как вот у тебя когда машина есть, следующее, что ты можешь себе захотеть? Другую машину, так у тебя и это хуже хорошая. А что следующее? Яхта? Яхту я, может, никогда в жизни мне не понадобится. И получается, вот в этой вот паузе между, условно говоря, машиной и яхтой, между моей квартирой и каким-то там, не знаю, палаццо на этом каком-то южном берегу где-то, есть очень большой такой, провал. И получается, что там я ничего вроде даже не знаю, чего себе захотеть. И бывает так, что мужчина начинает чувствовать вообще, куда я живу. Что со мной важно, что происходило. И в этот момент, особенно если у мужчины с женщиной нету контакта, нету какого-то взаимопонимания, нету, знаете,
осознавания того, чего хочется вместе, мужчина может начинать замечать вот этих вот каких-то молодых девушек. Ну, вообще, в принципе, женщины часто сексуализируются для того, чтобы как-то начать какие-то новые отношения. И может начать туда вот как-то вот уходить. С чем это связано? С возможной нечувствительностью мужчины к своим потребностям. То есть, если бы мужчина понимал, что он чего-то хочет от своей женщины, то он мог бы с ней начать об этом говорить. И вторая вещь — это невозможность вот этой пары в диалоге эти вещи прояснять. Ну, бывает иногда, что мужчина вроде как чувствует, что я чего-то хочу такое от своей жены. Вот чего-то вот в студенческие времена я такое попробовал. Сейчас хочу это с женой как-то попробовать. Но вот он ей об этом как-то говорит, она как-то это не принимает, а у него не хватает как бы фантазии, как это изменить свои пожелания, потому что, ну, важно же договариваться. Вот это вот очень важная вещь. Важно, чтобы можно было договариваться со своим человеком. И в таком случае мужчина может просто, знаете, из желания почувствовать, что я все еще желанный, любимый, что я еще что-то могу такого захотеть и это реализовать, может вот пойти в отношения с какой-то там молодой девушкой и изменить в результате. Вторая причина, почему мужчины изменяют, это когда мужчине не хватает от женщины, от своей там, жены, предположим, тепла, какой-то близости. И часто это бывает связано с тем, что мужчина в принципе не понимает, что женщина загружена, ну скажем, там, бытом, детьми, там, работой, еще чем-то. То есть вот часто мужчины не понимают, насколько женщине тяжело вот все это делать, потому что женщины часто делают это с легкостью. Я по себе это знаю. У меня когда-то был клиент, который очень так иллюстративно эту штуку описал. Вначале мы с ним обсуждали, что у него были пререкания с его женщиной, которая ему постоянно говорила, что ты мне не помогаешь по дому, или ты не ценишь, что я делаю. А он искренне говорил: так ты ж ничего не делаешь. Ну, я на работу хожу, ты ходишь на работу, я прихожу, уже дома у нас вот как есть. Она потом уехала на 3-недельные курсы. То есть 3 недели ее не было. За эти 3 недели их дом полностью пришел в такое состояние, ну не то, чтобы там какой-то был полный упадок, но вот уют, вот этот лоск слетел. И вот это была очень такая трогательная ситуация, когда мужчина сказал, что действительно я просто не вижу, сколько она всего делает. Я это не могу просто заметить, потому что она все делает это очень легко, не на показ. И часто бывает, что когда мужчина как бы воспринимает как данность все то, что женщина делает для их быта, для их семьи, а предложить что-нибудь там типа давай с тобой пойдем на какое-нибудь романтическое свидание, еще куда-то, ну как бы она сама всегда предлагала, что я даже и не знаю, мне даже в голову не приходит. Я же зарабатываю, вот это основное, что я могу делать. То есть часто бывает так, что мужчина сам не замечает, что вот их контакт эмоциональный как-то пропадает, его потребность в эмоциональности, в женском тепле, она начинает усиливаться, ему этого не хватает. А с женщиной как-то это решить более сложно, чем на уровне просто потребовать, а как-то постараться увидеть эту ситуацию в целом и как-то ее заменеджерить, разрешить. Мужчина просто, это часто не видно, просто ему в голову это не приходит. И, к сожалению, бывает так, что мужчина думает, проще тогда просто найти себе другую женщину, где там будут, так сказать, на аутсорсе брать у нее тепло, а здесь оно пусть будет как будет. Поэтому если вы понимаете, что в ваших отношениях что-то идет не туда, вы знаете, вроде нет прямой какой-то проблемы кричащей, но какая-то есть такая общая, знаете, неудовлетворенность. Лучше обратиться на всякий случай на консультацию к специалисту, чтобы просто разобраться, в чем дело, чтобы подсветить вообще какие-то фокусы внимания. Может, ты что-то не замечаешь. Если вам необходимо, просто обращайтесь ко мне на консультацию. У меня под видео, под каждым есть ссылки на соцсети. Пишите мне личное сообщение, там с вами разберемся. Потому что иногда одной консультации, в нужный момент, хватает для того, чтобы избежать потом каких-то, не знаю, последствий, этих каких-то развалов, психотравм и прочих каких-то вещей. То есть тут, как и везде, как и в медицине, важно не затягивать. Как только первые звоночки, сразу нужно постараться, так сказать, приложить к этому руку, как-то порегулировать. Третья причина мужских измен – это слабость личных границ. Это очень неочевидно, потому что мы, как правило, в психологии говорим, что слабые личные границы – это когда ты не можешь сказать «нет», когда кто-то твои интересы как-то, не знаю, нарушает или ущемляет, а ты не можешь их отстоять. То есть, грубо говоря, когда ты не можешь когда стучаться в дверь не открывать. Но дело в том, что границы личностные, важно, чтобы они работали не только на впуск, но и на выпуск. Часто бывает так, что мужчина находится в отношениях с женщиной, и у него нет понимания, ощущения, что у них есть общие границы этого личного пространства. Он не чувствует, что она находится, как будто бы за забором в его пространстве. Нету, знаете, осознавания ценностности этих отношений. То есть, грубо говоря, нету этого забора, слабые личностные границы. Мужчина находится с женщиной. Женщина в своей голове считает, что они вместе. И у них все хорошо. И он потом едет на какую-то конференцию. Там еще, знаете, немного алкоголя растормозило. И какая-то рядом женщина. И он уже как-то чувствует, что
Ну и вот вроде бы у нас тут какой-то, никто ж не узнает, ничего страшного. То есть это не, знаете, такая не злонамеренная измена, а измена из-за какой-то такого определенного инфантилизма в том месте, где вот не выстраиваются личностные границы. Где я как будто бы, знаете, такой моряк, который не бросил якорь. У меня вот каждый порт — это временная остановка перед посещением следующего порта. То есть часто бывает так, что мужская измена является следствием его некоторого такого парциального, частичного эмоционального инфантилизма и такой вот некоторой коммуникативной незрелости. Такое часто встречается в современном обществе, когда мужчина в общесоциальном каком-то смысле, вот он, скажем, работает, он специалист, он высокооплачиваемый специалист, он имеет определенное количество какой-то, власти, то есть значимости социальной, но в близких отношениях он остался на таком юношеском каком-то уровне, инфантилизм такая, незрелость, юношеский, поздноподростковый. И есть такое разительное несоответствие, то есть человек выглядит по формальному какому-то признакам и статусу взрослым, таким крепким, устойчивым мужчиной, а в отношениях с женщиной он такой студент со студенческой вечеринки. Какими бы ни были причины мужской измены, это, во-первых, не должно быть оправданием, и, во-вторых, вам надо понимать, что ответственность за измену лежит на том человеке, который эту измену совершил. То есть ответственность прямо связана с действием. Часто женщины начинают как-то уходить в идею того, что я же в этих отношениях находилась, я как-то тоже повлияла. Да, косвенно вы повлияли, но ответственность бывает только прямая. Косвенной ответственности не бывает. Если вам сложно со всеми этими внутрипсихическими процессами разобраться, записывайтесь ко мне на консультацию, совсем поработаем. Также напишите, пожалуйста, в своих комментариях ваше мнение по поводу мужской измены. Потому что есть идея, что вообще прощать нельзя, вот человек изменил, все, это конец. Есть идея, что нужно здесь работать над отношениями, по-разному. Можете поделиться собственным опытом, если вы когда-то перенесли измену, каким образом вы с этим справились. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, я буду вам благодарен. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.